Сегодня я поделюсь с вами одним из самых эффективных методов для изучения новых слов и как я использую этот метод каждый день. Оставайтесь со мной и узнайте мой метод. Давайте начнем. Всем привет! Меня зовут Кристиан, я из Норвегии и я учу русский язык. Если вы впервые на моем канале, то подписывайтесь и включайте уведомления. В предисловии этого видео я сказал мой метод. Но на самом деле это неправда, я не придумал этот метод. Тем не менее, я уже использую этот метод более года и я хочу рассказать о моем опыте. Если вам интересно, то я напишу ссылку в описании, где вы можете прочитать больше об этом методе. Когда я решаю прочитать, то есть две вещи, которые очень важны. Во-первых, материал должен быть выше моего уровня русского языка. Если вы хотите улучшить свой словарный запас и вообще ваше понимание русского языка, как и любого другого языка, обязательно важно бросать вызов себе самому и мозгу. В то же время важно не использовать материал, который слишком сложный. Если текст слишком сложный и, скажем, в тексте есть 50% неизвестных слов, и вам постоянно нужно искать слова в своем словаре, тогда, честно говоря, как и я, потеряете интерес быстро. Это случалось со мной, я бы даже сказал, много раз. По большому счету, вы сами знаете, какое количество неизвестных слов удобно для вас. Я думаю, это зависит от человека просто. Например, я знаю то, что мне комфортно, когда неизвестных слов примерно от 20 до 25. Я думаю, много людей думают, это слишком много неизвестных слов. Но, как я уже сказал, это зависит от человека. Вторая вещь, о которой я хотел бы рассказать сегодня, это читайте то, что вам наиболее интересно. Если вы только читаете, потому что вы чувствуете, что вы должны это делать, я должен вас разочаровать. Потому что я думаю, это неправильный способ изучения любого языка. Я имею в виду, в самом начале вашего изучения любого языка вам придется какое-то время заниматься скучным материалом. Как можно быстрее начинайте использовать обычный жизненный материал, который может вас заинтересовать. Последнее, о чем я хочу рассказать вам, это аудио. Если вы используете текст с аудио, то это большое преимущество для вас. Данным образом вы можете слушать и читать одновременно. Это очень эффективный способ для меня. Я думаю, для всех. Я надеюсь, вам понравилось мое видео и считайте его полезным для вас. На сегодня все. Всего доброго и увидимся!